Мои дорогие, сегодня у нас выпуск, в котором красивая картинка очень быстро начинает трещать по швам. С одной стороны Канны, красные дорожки, роскошные образы и Демет Оздемир, которые снова выходят на международный уровень. Казалось бы, турецкая индустрия сияет, актеры получают внимание, а проекты уверенно идут вперед. Но с другой стороны, за этим глянцем происходит то, о чем сейчас шепчется вся турецкая пресса. Ханде Эрчел внезапно убирает агентство из профиля, отписывается от важных людей, и вокруг нее сразу появляется цепочка странных совпадений. Стилист, Серенай Сарыкая, люксовые бренды и возможный конфликт, который никто пока не решается назвать вслух. И пока одни пытаются понять, что на самом деле произошло с Ханде, другая громкая история бьет по сериалам. Юноша, проект с огромными ожиданиями, дорогим кастом и Мертом Рамазаном Демиром в центре внимания, неожиданно идет к раннему финалу. И вот здесь начинается самое неприятное. Почему звезды не спасли сериал? Кто просчитался? И что теперь будет с Мертом дальше? Но это еще не все. Пока юноша закрывается, далекий город готовится к сезонному финалу, а клюквенный щербет снова взрывает зрителей кадровыми перестановками, а продюсеры все громче говорят о кризисе, больших бюджетах и проектах, которые больше не окупаются. Сегодня мы разложим все по полочкам, где подтвержденные факты, где осторожные инсайды, а где обычная светская ловушка, в которую очень легко поверить. Так что оставайтесь до конца, потому что ближе к финалу станет понятно главное. Это не просто новости про Ханде, Мерта и Демет, это сигнал, что в турецкой индустрии начинается большой переворот. И вот здесь мы переходим к первой большой новости – Демет Оздемир и ее появлению в Каннах. На первый взгляд история простая. Актриса поехала на фестиваль, выйдет на красную дорожку, покажет красивый образ, поклонники обсудят платье, фотографии разлетятся по соцсетям. Казалось бы, обычная светская новость. Но я бы не стал смотреть на это так поверхностно, потому что в случае Демет Оздемир речь идет не просто о красивом выходе, это часть гораздо более крупной картины, где турецкие актеры все активнее становятся лицами международного продвижения, не только сериалов, но и брендов, имиджа страны и всей индустрии. Демет сейчас многие обсуждают благодаря сериалу «Мечта Эшрефа», где она играет Нисан. И тут сразу важный момент. В некоторых расшифровках название звучит неправильно – «Мечта Шерефа», но корректнее говорить именно «Мечта Эшрефа». Это мелочь только на первый взгляд. На самом деле, когда мы разбираем новости, правильные имена и названия очень важны, потому что одна ошибка, и зритель уже не понимает, о каком проекте идет речь. Так вот, Демет Оздемир должна появиться на красной дорожке Каннского кинофестиваля в образе, созданном специально для нее брендом Trendyol Mila. И это тоже не случайная деталь. Она является лицом этого бренда, а значит ее выход – это не просто личное приглашение актрисы, а продуманная публичная история. Здесь все работает вместе. Сериал, популярность Демет, бренд, Канны, фотография, обсуждение и медиа. И знаете, что мне здесь особенно интересно? Турецкая индустрия очень хорошо поняла одну вещь. Сегодня актер – это уже не только человек, который снимается в сериале. Это медийная фигура, который может продвигать проект, бренд, страну, стиль жизни и даже целую волну интереса к турецкому контенту. Демет как раз из тех актрис, которые умеют держать это внимание. У нее есть узнаваемость, фанатская база, сильная визуальная подача, и ее появление в Каннах точно не останется незамеченным. Но есть и другая сторона. Когда турецкая звезда появляется на таком событии, зрители начинают ждать не просто красивого фото, они ждут подтверждения статуса. Кто пришел, с кем появлялся, в каком образе, как встретили. Попала ли актриса в международные подборки, написала ли о ней пресса.
И вот здесь начинаются негласные соревнования, потому что Канны – это не только фестиваль кино, но и огромная витрина влияния. Я думаю, именно поэтому новость о Демет так активно разошлась, потому что она открывает для турецких поклонников целую каннскую линию. Кто из актеров будет там, кого пригласили, кто с каким брендом связан, кто получит больше внимания. И, конечно, каждый такой выход становится не только событием для фанатов, но и частью большой борьбы за место в международном поле. При этом важно понимать, сам факт поездки Демет и ее выхода – это подтвержденная новость. Здесь не нужно строить лишнюю драму или придумывать то, чего нет. Но вокруг таких событий всегда появляется дополнительный слой. Кто лучше выглядел, кого позвали, кого не позвали, почему один актер оказался на красной дорожке, а другой нет. И вот дальше мы как раз подойдем к моменту, где красивая каннская история начинает пересекаться с более напряженными разговорами. Пока Демет готовится к своему выходу, становится понятно, что в Каннах Турцию будет представлять не один человек. На Лазурный берег отправляется целая группа известных имен, и вот это уже превращает отдельную светскую новость в более масштабный сигнал. Турецкая индустрия хочет быть видимой, хочет быть заметной и хочет показать, что ее актеры давно вышли за рамки локального рынка. Поэтому следующая история уже не только про Демет. Дальше речь пойдет о целой турецкой делегации, о приеме. Турция приглашает вас и о том, почему эти красивые выходы на самом деле имеют куда большее значение, чем просто фотографии с красной дорожки. И если появление Демет Оздемир в Каннах – это красивая персональная история, то дальше масштаб становится гораздо шире, потому что на Лазурный берег отправляются не отдельные актеры ради пары фотографий, а целая турецкая делегация. И вот здесь уже речь идет не только о красной дорожке, платьях и светских обсуждениях. Здесь начинается разговор о том, как Турция показывает свою сериальную и киноиндустрию всему миру. В рамках Каннского кинофестиваля проходит прием «Турция приглашает вас». И само название звучит очень показательно. Это не просто закрытая вечеринка для знаменитостей, а попытка сказать международной аудитории: смотрите, у нас есть актеры, есть проекты, есть лица, которые уже давно любят не только в Турции, но и за ее пределами. Среди приглашенных звезд называют Джанера Джандарука, Дилан Чичек Денис, Энгина Агюрека, Азана Акбабу, Озге Гюрель, Синем Унсал и других представителей турецкого кино и телевидения. И если внимательно посмотреть на этот список, то он собран довольно умно. Здесь есть актеры, которые знают по сильным драмам, есть лица популярных сериалов, есть имена с большой фанатской базой за рубежом. То есть ставка делается не на одного человека, а на целый образ турецкой индустрии. И вот тут у меня возникает важный вопрос: зачем все это нужно именно сейчас? Ведь, казалось бы, турецкие сериалы и так давно смотрят в разных странах. Но дело в том, что просто популярности уже мало. Сейчас идет борьба за международные продажи, цифровые платформы, бренды, совместные проекты, фестивальное внимание. И такие приемы становятся способом напомнить: Турция – это не только длинные телевизионные драмы на несколько часов, но и полноценный игрок на мировом рынке контента. Конечно, зритель в первую очередь увидит фотографии. Кто в чем пришел, кто с кем стоял, кто как выглядел, и это нормально, потому что визуальная часть в таких событиях всегда работает первой. Но за красивой картинкой есть холодный расчет. Каждый актер, который появляется на таком мероприятии, становится частью большой презентации. Даже если он просто улыбается фотографом, за этим стоит конкретная задача – удержать внимание международной прессы и аудитории. И именно поэтому поездка турецких актеров в Канны так активно обсуждается. Это не просто светская новость из серии «Наши любимые знаменитости красиво вышли в свет». Это демонстрация статуса. Особенно сейчас, когда внутри самой турецкой индустрии не все так гладко.
Одни сериалы закрываются, другие теряют актеров, продюсеры говорят о росте доходов, а рейтинги становятся все более жестокими. На этом фоне Канны выглядят почти как парадная витрина. Снаружи уверенность, красота, международное внимание, а внутри совсем другие процессы, о которых мы еще поговорим. И в этом контрасте весь интерес, потому что чем ярче блестит внешняя сторона индустрии, тем сильнее хочется понять, что происходит за кулисами. Особенно любопытно, что среди каннских гостей есть актеры из проектов, которые прямо сейчас находятся в центре обсуждений. Например, Озан Акбаба и Сине Мунсал, которых зрители знают по сериалу «Далекий город». Их поездка в Канны – это отдельный важный сигнал, потому что сам сериал сейчас держится очень уверенно. Но как это часто бывает в турецкой индустрии, даже вокруг успешного проекта уже начинают появляться тревожные новости. И вот именно поэтому дальше мы плавно переходим от общей турецкой делегации к конкретному сериалу, потому что «Далекий город» – это, пожалуй, один из самых интересных примеров нынешнего сезона. С одной стороны, успех, рейтинги и международное внимание, а с другой – слухи об уходах и напряжение вокруг будущего актерского состава. И вот здесь на первый план выходят Озан Акбаба и Сине Мунсал, актеры, которые сейчас напрямую ассоциируются с одним из самых обсуждаемых проектов сезона – сериалом «Далекий город». На первый взгляд у этой истории все выглядит почти идеально. Есть сильный проект, есть узнаваемые лица, есть хорошие рейтинги, есть зрительский интерес, и теперь к этому добавляется еще и поездка в Канны. То есть сериал не просто смотрит внутри Турции, его имена начинают работать и на международном уровне. Для любого проекта это очень хороший знак. Озан Акбаба и Сине Мунсал отправляются на Каннский кинофестиваль как представители далекого города. И это логично. Их дуэт заметили, сериал обсуждают, а сами актеры выглядят как удачная визитная карточка проекта. И мне кажется, здесь важно понимать, когда актеров приглашают на такие события, это почти всегда говорит о том, что вокруг проекта хотят создать дополнительный вес. Не просто сериал идет в эфир, а сериал становится частью большого разговора. Но вот что интересно, именно на примере «Далекого города» очень хорошо видно, насколько двойственной стала нынешняя ситуация в турецкой индустрии. С одной стороны, проект успешный, он держит внимание, показывает сильные результаты и спокойно идет к сезонному финалу. С другой стороны, даже вокруг него уже появляются новости, которые заставляют зрителей насторожиться. Потому что успех сериала сегодня не означает, что внутри все абсолютно спокойно. Рейтинги могут быть высокими, актеры могут быть популярными, фанаты могут активно обсуждать каждую серию. Но за кадром все равно идут переговоры, меняются планы, кто-то устает, кто-то хочет двигаться дальше, кто-то получает новые предложения. И вот здесь начинается та самая часть, которую зритель обычно видит уже постфактум. Внезапный уход персонажа, неожиданная смена динамики, новый герой, который должен закрыть образовавшуюся пустоту. С «Далеким городом» ситуация особенно любопытная. Сериал должен завершить сезон на 63-й серии, и это само по себе выглядит как уверенная позиция. Проект не закрывают в спешке, его не снимают с эфира, он идет по понятной траектории, но параллельно обсуждается возможный уход Альпера Чанкая, который играет Шахина Аль-Буру, а это уже не мелкая деталь, потому что зрители успели привыкнуть к персонажу, и любое изменение в таком составе может повлиять на восприятие истории. Вот тут я бы не стал драматизировать раньше времени, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже неправильно. В турецких сериалах уход даже одного заметного актера иногда меняет очень многое. Особенно если персонаж встроен в семейные конфликты, романтические линии или внутреннюю борьбу главных героев. Зритель может принять замену,
направления, а может наоборот почувствовать, что у сериала забрали важную часть его энергии. Именно поэтому поездка Озана Акбаба и Синема Унсала в Канны выглядит почти символично. Снаружи сериал показывает силу, красная дорожка, международное внимание, популярные актеры. А внутри уже слышны первые сигналы, что следующий сезон может быть не таким спокойным, как кажется сейчас. Именно поэтому «Далекий город» для нас важен не только как успешный проект. Он важен как пример того, что даже сильные сериалы сегодня живут в режиме постоянного риска. Успех есть, внимание есть, но стабильность уже совсем другой вопрос. И дальше этот контраст станет еще более заметным. Потому что если у «Далекого города» пока все выглядит как управляемое напряжение, то у Ханде Эрчел ситуация куда более туманная. Там уже не просто разговоры о проекте или будущих сериях. Там агентство, личное решение и стилист, а также Сиренай Сирыкая и очень много версий, где факт и слух начинают опасно смешиваться. И вот теперь мы подходим к одной из самых обсуждаемых историй последних дней, к ситуации вокруг Ханде Эрчел. И здесь сразу нужно сбавить скорость и разложить все аккуратно, потому что именно в таких новостях очень легко перепутать реальный факт с красивой догадкой турецкой прессы. Что мы имеем на поверхности? Ханде Эрчел убрала упоминание агентства AD Reality Sim из своего профиля в социальных сетях и отписалась от страницы агентства. Это важный момент. Ни слух, ни домысел, ни чья-то фантазия, а действия, которые действительно заметили. И для актрисы такого уровня это, конечно, не проходит незамеченным. Почему вокруг этого сразу поднялся шум? Да потому что это агентство не просто рядовое, это компания, которую связывают с Айше Барым, одной из самых влиятельных фигур в турецкой индустрии. И Ханде долгое время воспринималась как актриса, профессионально связанная с этим кругом. Поэтому, когда она убирает агентство из профиля, зрители и журналисты сразу начинают задаваться вопросом: это обычная смена команды или признак более глубокого разрыва? Я бы здесь не стал торопиться с громкими выводами. Да, сам жест выглядит показательно. В современном шоу-бизнесе социальные сети давно стали не просто личной страницей, а почти официальной доской объявлений. Если актер убирает агентство, отписывается, меняет описание профиля, это считывается как сигнал, но сигнал еще не равен объяснению. И вот тут начинается самое интересное, потому что турецкая пресса очень любит строить цепочку. Если актриса отписалась, значит был конфликт. Если был конфликт, значит надо найти причину. Если причина не объявлена, значит ее можно попытаться собрать из других деталей. Итак, вокруг одного действия появляется целая история, где уже фигурируют стилист, люксовые бренды, Сиренай Сирыкая и якобы личные обиды. Но давайте честно, на этом этапе твердый факт только один. Ханде изменила свои публичные связи с агентством. Все остальное требует осторожности. Был ли официальный разрыв контракта? Возможно. Была ли внутренняя причина, о которой пока не говорят? Тоже возможно. Но говорить уверенно, что все произошло именно из-за той или иной ситуации, пока рано. При этом сама новость все равно очень значимая, потому что для актера уровня Ханде Эрчел агентство это не просто менеджер, который отвечает на звонки, это проекты, переговоры, бренды, международные контракты, фестивальные появления, рекламные кампании, а также вся карьерная стратегия. Смена такого партнера может означать новый этап, иногда более свободный, а иногда и рискованный, а иногда просто более выгодный. И вот здесь, на мой взгляд, главный вопрос не в том, поссорилась ли Ханде с кем-то прямо сейчас. Главный вопрос, куда она двинется дальше. Потому что последние годы вокруг нее было много обсуждений. Одни ждали сильный новый сериал, другие говорили о международных возможностях.
Ну а третьи следили за ее рекламными контрактами больше, чем за актерскими работами. И теперь, если профессиональная команда действительно меняется, может ли это повлиять на весь следующий этап ее карьеры? Ну, конечно, пресса не остановилась на сухом факте об агентстве. Почти сразу история стала обрастать более сочными подробностями. И здесь в центре внимания оказался еще один человек – стилист Инан Кардемир. А вместе с ним в этой истории неожиданно появилась Серенай Сарыкая. И вот тут начинается та часть, где нужно внимательно отделять документально подтвержденное от светского шума. Потому что если с агентством у нас есть видимое действие Ханде, то с версией о конфликте все гораздо тоньше. И именно к этой версии мы сейчас переходим. Итак, вторая часть истории вокруг Ханде Эрчел – это уже не агентство, а предполагаемый конфликт со стилистом Инаном Кардемиром. И вот здесь, честно говоря, турецкая пресса развернулась во весь рост. Немного фактов, много намеков, пара совпадений, и перед нами уже почти готовая светская драма. По версии, которую начали обсуждать журналисты, Ханде якобы охладела к Инану Кардемиру после истории с одним из люксовых мероприятий. Писали, что актриса рассчитывала получить приглашение, но выбор организаторов в итоге пал на Серенай Сарыкая. А вместе с Серенай на событие должен был отправиться и Кардемир, который продолжает с ней работать. И вот на этом месте история становится очень удобной для обсуждений. Есть Ханде, есть Серенай, есть стилист и есть люксовый бренд. Есть ощущение соперничества. Для желтой прессы это почти идеальная конструкция. Но если мы разбираем ситуацию честно, нужно сразу сказать, прямого подтверждения конфликта нет. Да, можно зафиксировать, что Ханде изменила свои публичные связи с агентством. Да, можно обсуждать, что Инан Кардемир работает с Серенай Сарыкая. Да, можно заметить, что его видели в компании Серенай и Мерта Демира. Но из этих деталей автоматически не следует, что Ханде с кем-то поссорилась, обиделась или приняла карьерное решение именно из-за этого эпизода. Вот в этом и заключается тонкая грань. Факты сами по себе могут быть реальными, но вывод, который из них делают, уже может быть натянутым. Но и я бы здесь не стал превращать Ханде в героиню какой-то ревнивой светской истории только потому, что кому-то так удобнее продавать новость. Тем более, если посмотреть шире, у Ханде Эрчел сейчас может быть множество причин для профессиональных изменений. Новый этап карьеры, новые переговоры, новые условия, желание сменить стратегию, поиск другого агентства, международные планы – все это выглядит не менее вероятно, чем история про обиду из-за мероприятия. Но почему тогда именно версия Серенай так быстро разлетелась? Потому что зрителям всегда интереснее конфликт между известными лицами, чем сухая фраза а-ля «актриса пересматривает свои профессиональные договоренности». Одно дело сказать, что Ханде меняет команду, совсем другое вписать в это Серенай, люксовый бренд стилиста и закулисную конкуренцию. Внимание сразу выше, обсуждений больше, комментариев тоже больше. И здесь, на мой взгляд, важно не попасться на эту ловушку, потому что Серенай в этой истории тоже может быть просто человеком, который получил приглашение и работает со своим стилистом. Инан Кардемир может просто выполнять свою работу, а Ханде может принимать решения, вообще не связанные с ними напрямую. Но медийная машина любит превращать параллельные события в причинно-следственную цепочку. При этом сама ситуация все равно показательная. Она демонстрирует, насколько в турецком шоу-бизнесе стали важны не только сериалы, но и окружение актера. Агент, стилист, бренд, красная дорожка, приглашение на закрытые события. Иногда зритель видит только результат – красивый образ или громкое появление. А за этим стоят месяцы переговоров,
статусы, договоренности и негласная конкуренция. Поэтому я бы сформулировал так. История с агентством Ханде – это серьезный профессиональный сигнал. История со стилистом и Серенай – пока светская версия, которую нужно воспринимать осторожно. Она может оказаться близкой к правде, а может быть просто удобной драматической упаковкой для новости. И как раз на этом фоне становится еще интереснее перейти к другой стороне турецкой индустрии, потому что если вокруг Ханде мы видим борьбу за статус, бренда и публичный образ, то в сериальном мире сейчас идет борьба куда жестче за выживание проектов. И первым в этом списке оказывается сериал «Юноша». Сериал, который стартовал с большими ожиданиями, но очень быстро оказался на грани финала. И теперь мы переходим к, пожалуй, самой болезненной сериальной новости этого блока, к проекту «Юноша». Потому что если история с Ханде Эрчел больше про закулисье, имидж и профессиональные связи, то «Юноша» это уже прямой удар по самим сериалам, причем удар очень показательный. Этот проект изначально запускался с огромными ожиданиями в актерском составе: Мерт Рамазан Демир, Мелис Сезен, Салих Бадемджи, Мина Демиртаж. То есть имена, которые сами по себе должны были привлечь внимание, особенно Мерт, вокруг которого после его предыдущих работ сформировалась очень активная фанатская база. Казалось бы, вот он, почти готовый рецепт успеха. Сильные актеры, громкий старт, большой бюджет, активное обсуждение еще до премьеры. Но реальность оказалась гораздо жестче. «Юноша» завершится уже на 7-й серии, и вот это, конечно, серьезный сигнал. Не просто сериал не стал хитом, не просто рейтинги немного не дотянули, а именно ранний финал, когда проекту фактически не дали времени долго раскачиваться. И здесь у меня возникает главный вопрос: почему так произошло? Ведь на бумаге у сериала было многое. Были звезды, было внимание, было обсуждение, было ощущение, что каналы-продюсеры делают ставку на крупную историю. Но как мы видим, в нынешней турецкой индустрии этого уже недостаточно. Зритель стал гораздо требовательнее, ему мало просто увидеть любимого актера в кадре. Он хочет сильную историю, понятную драматургию, живую химию между персонажами и ощущение, что каждая серия действительно ведет куда-то дальше. А если сюжет начинает буксовать, если события развиваются слишком резко или наоборот не цепляют, то фанатская база может поддержать первые серии, но долго удерживать проект на плаву она не сможет. С «Юношей» обсуждали не только рейтинги, но и внутренние проблемы. После 5-й серии проект покинул режиссер Зейнеп Гюнай, и это тоже важный момент. Когда в таком дорогом и амбициозном сериале меняется режиссерская линия, зрители могут этого не знать в деталях, но на экране подобные изменения часто ощущаются. Меняется темп, меняется акцент, иногда меняется само дыхание истории. Отдельно обсуждался бюджет. По сообщениям турецкой прессы, стоимость проекта была очень высокой. И вот здесь начинается самое неприятное для любого продюсера. Если сериал дорогой, он должен показывать результат быстро. У него нет роскоши долго ждать, пока аудитория привыкнет. Чем выше расходы, тем меньше терпения у канала и инвесторов. И это, на мой взгляд, одна из ключевых причин, почему такие проекты сейчас оказываются под огромным давлением. Но мне особенно обидно в этой истории даже не из-за цифр, обидно из-за актерского состава, потому что там действительно были люди, которых хотелось смотреть. Мерт Рамазан Демир, Мелис Сезен, Салих Бадемджи – это не случайные имена. У каждого есть своя аудитория, свой экранный вес и свой опыт. Но сильные актеры не могут в одиночку спасти историю, если сама конструкция сериала не удерживает зрителя. И вот здесь «Юноша» становится почти символом нынешнего сезона. Это пример того, как громкая упаковка больше не гарантирует успеха. Можно собрать известных актеров, вложить большие деньги, создать шум до премьеры. Но если зритель не почувствует настоящего интереса,
сериал начнет терять позиции очень быстро. При этом я бы не стал говорить, что для актеров это катастрофа. Нет, для них это неприятный этап, но не приговор. В турецкой индустрии закрытие одного проекта часто становится началом новой дороги. Особенно если актер остается обсуждаемым. А Мерт Рамазан Демир как раз остается в центре внимания. И именно поэтому следующий вопрос возникает сам собой. Что будет с Мертом дальше? Потому что юноша уходит, но интерес к нему никуда не исчезает. Более того, уже появляются разговоры о возможном летнем цифровом проекте. И вот там начинается новая интрига. Сможет ли он быстро переключиться на другую историю и сохранить тот самый зрительский интерес, который не сумел полностью спасти юношу? После новости о раннем финале юноши внимание автоматически переключается на Мерт Рамазана Демира. И это понятно. Когда проект закрывается так быстро, зрители почти сразу начинают спрашивать не только, что случилось с сериалом, но и что теперь будет с актерами. Мерт оказался в очень интересной точке. С одной стороны, юноша не стал тем большим успехом, на который, судя по всему, рассчитывали. Но с другой стороны, сам Мерт из информационного поля никуда не исчез. Его продолжают обсуждать, его появление перед журналистами разбирают по деталям, а любой намек на новый проект сразу превращается в повод для разговоров. Недавно его заметили в Джихангире. Он вышел из заведения, спокойно пообщался с журналистами, позировал, позволил снять свой мотоцикл и выглядел достаточно расслабленно, без попытки драматизировать ситуацию вокруг сериала. И вот это, на мой взгляд, очень правильная позиция, потому что если актер начинает слишком заметно переживать из-за неудачи проекта, пресса быстро превращает это в отдельную драму. А Мерт наоборот показал, да, один этап заканчивается, но жизнь и карьера продолжаются. Особенно всех зацепила его фраза о летнем цифровом проекте. Конкретики он не дал, но подтвердил, что такая возможность есть. И вот здесь фанаты, конечно, сразу начали строить версии. Самое обсуждаемое, возможно, продолжение проекта «С нами ничего не случится», где он играл вместе с Мирай Деннер. Напишите в комментариях, смотрели ли вы данный сериал. И тут нужно говорить аккуратно. Сам факт, что Мерт намекнул на летнюю цифровую работу, выглядит правдоподобно, но то, что это обязательно будет второй сезон «С нами ничего не случится», пока не подтверждено. Это скорее фанатская надежда и логичная догадка, чем твердая новость. Да, проект многим понравился. Да, по публикациям зрители просили продолжения. Да, дуэт Мерта и Мирай Деннер допомнился, но пока нет официального объявления. Лучше не выдавать желания фанатов за факт. Однако сама ситуация очень показательная. После раннего финала юноши для Мерта важно не выпадать из ритма. В турецкой индустрии внимание быстро переключается. Сегодня все обсуждают одного актера, а завтра уже другого. Если у него действительно появится удачный цифровой проект летом, это может очень хорошо перебить неприятный осадок от закрытия сериала. Тем более, цифровой формат сейчас может быть для него даже выгоднее. Там меньше давления ежедневных рейтингов, больше свободы в истории. Короче, сезон и плотнее сценарий. А для актера, который только что прошел через громкий, но неудачный телевизионный проект, это может быть шансом снова показать себя в более собранной и качественной работе. Мне кажется, Мерту сейчас нужно именно это, не просто быстро вернуться на экран, а выбрать историю, где зритель увидит не только его популярность, но и актерскую игру. Потому что фанаты фанатами, но карьера держится не только на красивых кадрах и обсуждениях в соцсетях. Нужен проект, который даст ему новую энергию. И еще один момент. На вопрос о личной жизни он ответил достаточно четко, что по-прежнему один. Для прессы это, конечно, отдельная приманка, но в контексте нашей истории это скорее деталь, чем главное. Главное другое, Мерт не выглядит человеком, который застрял в неудаче. Он уже смотрит дальше, и это для него сейчас самый правильный ход.
Теперь отдельно остановимся на Альпере Чанкая, потому что его история вокруг далекого города – это не просто очередная новость из серии. Актер может покинуть сериал. Здесь поинтереснее сам механизм. Как один возможный уход сразу запускает волну разговоров, версий и ожиданий. Альпер Чанкай играет Шахина Аль-Бару, и для зрителей этот персонаж уже стал частью общей конструкции далекого города. Он не выглядит случайным человеком, которого можно спокойно убрать. И сериал от этого ничего не потеряет. В подобных историях каждый заметный герой работает на общую атмосферу, на семейные конфликты, на напряжение между персонажами, на ощущение большого закрытого мира, где у каждого есть своя роль. И вот когда появляется информация, что Альпер может уйти из проекта, зрители закономерно начинают волноваться, потому что в турецких сериалах такие изменения редко проходят бесследно. По сообщениям турецкой прессы, Альпер Чанкая может покинуть далекий город по собственному желанию. Отдельно появилась версия, что Альперу предложили роль в сериале «Это море выйдет из берегов». И здесь я бы сразу поставил пометку. Это пока не та новость, которую стоит выдавать как железный факт. И все же сама возможность перехода выглядит показательно. Турецкая индустрия сейчас живет очень быстро. Сегодня актер в одном успешном проекте, а завтра его уже обсуждают в другом. Причем зрители нередко воспринимают это эмоционально. Одни радуются, что любимый актер получит новую сильную роль, а другие переживают, что старый сериал потеряет важного персонажа. И если «Далекий город» действительно войдет в новый сезон без Шахина Аль-Бары, сценаристам придется очень аккуратно объяснять этот поворот. Не просто убрать героя из кадра, а сделать так, чтобы его уход имел смысл, иначе даже сильный сериал может получить неприятную волну критики от тех, кто почувствует, что с их ожиданиями не посчитались. Но на фоне далекого города есть проект, где кадровые перестановки уже стали почти частью фирменного стиля. Там актеры уходят, персонажи меняют, сюжет постоянно штормит, а зрители все равно продолжают смотреть и обсуждают каждую серию. И это, конечно, «Клюквенный щербет», сериал, который, кажется, уже давно должен был устать от собственного хаоса, но вместо этого снова готовит зрителям громкий финал сезона. Если вы посмотрите на этот сериал со стороны, не будучи его преданным фанатом, у вас непременно возникнет совершенно логичный вопрос. Как этот телевизионный монстр вообще продолжает настолько уверенно держаться на плаву? Посудите сами, ключевые актеры регулярно со скандалами или без них уходят из каста, сюжетную линию постоянно штормит из стороны в сторону, а зрители в социальных сетях каждую неделю возмущаются нелогичными поступками главных героев, пишут гневные петиции, но продолжают маниакально смотреть каждую новую серию. Прямо сейчас в сети разорвалась очередная информационная бомба. Стало окончательно известно, что молодая актриса Селин Тюркмен, которая на протяжении долгого времени играла роль Чимен, снова и теперь уже окончательно покидает этот громкий проект. Но самое поразительное заключается в том, что саму героиню сценаристы убирать из сюжета совершенно не планируют. Это важная роль, скорее всего, просто перейдет к абсолютно другой актрисе. Для консервативных турецких сериалов замена лица в кадре – это почти всегда фатальная ошибка и гарантированный смертный приговор проекту, потому что зритель намертво привыкает к энергетике, мимике и голосу конкретного человека, но только не в случае с «Щербетом». Этот сериал каким-то непостижимым образом приучил свою огромную аудиторию к постоянной зоне жесткой турбулентности. Более того, продюсеры не собираются сбавлять градус напряжения. В финале текущего сезона нам открыто обещают показать масштабную, страшную автомобильную аварию, после которой проект жестоко и навсегда попрощается сразу с несколькими ключевыми актерами. Авторы совершенно осознанно готовят мощнейшую эмоциональную встряску, чтобы оставить зрителя на все лето с одним единственным, сводящим с ума вопросом: кто из любимых героев выживет и что вообще будет дальше. Главный секрет «Клюквенного щербета» кроется в том, что он уже давно перестал быть просто классическим сериалом для вечернего просмотра. Он мутировал в бесконечную, острую, социальную тему,
для самых горячих споров. И именно этот фактор удерживает огромную аудиторию у экранов гораздо надежнее, чем любой, даже самый логичный и спокойный сюжет. И теперь, на фоне нашего общего глубокого разговора о глобальном телевизионном кризисе, особенно интересно и даже несколько парадоксально выглядит история новенького сериала «Дурнушка», потому что это совершенно не тот типичный случай, когда дорогой проект просто с треском провалится в рейтингах, и телеканал его в панике, срочно, без внятного финала, выкидывает из эфирной сетки. Здесь ситуация разворачивается гораздо тоньше и хитрее. Сериал «Дурнушка», где главные роли исполняют невероятно талантливые Дарья Пынарак и Чаглар Эртугрул, официально уходит на свой сезонный финал уже на 8-й серии. На первый поверхностный взгляд любой неискушенный зритель сразу скажет: подождите, как это финал? Всего 8 серий для турецкого сезона, это же катастрофически мало. Значит, проект провалился и все очень плохо? Но я бы настоятельно не советовал вам спешить с такими категоричными, преждевременными выводами. В нынешних жесточайших телевизионных условиях ранний сезонный финал может быть не признаком творческой слабости или финансового краха, а вполне осознанной, грамотно просчитанной стратегией по спасению перспективного проекта. Давайте смотреть на вещи трезво и прагматично. Летний период для турецких драматических сериалов – это традиционно мертвый, абсолютно бесперспективный сезон. У зрителей кардинально меняются ежедневные привычки. Миллионы людей уезжают в длительные отпуска на побережье, а телевизоры в домах просто не включаются. Соответственно, рейтинги у всех без исключения проектов начинают хаотично скакать вниз. Если конкретный сериал пока еще крепко держится на плаву, но у продюсеров есть четкое понимание и риск, что в июле цифры начнут стремительно проседать, гораздо умнее не тянуть резину до последнего визуального износа и падения на дно, а красиво уйти на паузу, сохранив интригу и зрительский интерес. И, судя по всему, создатели «Дурнушки» выбирают именно этот единственно верный путь. Итак, мы подошли к финалу нашего выпуска. Давайте выдохнем и попробуем собрать всю эту сложную, противоречивую картину воедино. Совершенно очевидно, что турецкая телевизионная индустрия прямо сейчас находится в точке глобального тектонического перелома, который навсегда изменит правила игры. Снаружи для всего мира у нас роскошный блеск Канн, сияющий Demet Özdemir на красной дорожке в бриллиантах и мощный, непоколебимый международный статус Турдизи. А внутри с закрытыми дверями студии настоящая кровавая битва за финансовое выживание. Запутанная история с Ханде Эрчел и сменой агентства наглядно показывает, что огромные корпорации и бренды теперь рулят карьерой звезд даже больше, чем сами телеканалы. Стремительный провал сверхдорогого сериала «Юноша» – это окончательный, бесповоротный приговор старой телевизионной системе, где весь успех проекта наивно пытались удержать исключительно на одном популярном, смазливом лице в кадре. За внимание зрителя и пойдет настоящая безжалостная битва. На сегодня это все. Наш огромный разбор подошел к концу. Обязательно пишите в комментариях, провал какого именно сериала расстроил вас лично больше всего. Что вы вообще думаете о новых проектах и будущих турецких сериалов? Ставьте лайки, если досмотрели до конца, подписывайтесь на канал Любовь и Мечты и до скорой встречи в следующем, не менее горячем выпуске.